Потому что мы с вами живем в эпоху, которую философы называют эпохой постмодерна. А характеристикой этой эпохи является очень, на мой взгляд, опасная идея. Эпоха постмодерна не оперирует понятием истины. Истины нет. Истина относительная. Сколько голов, столько и истин. Вместо истины есть понятие плюрализма мнений. Вот еще совсем недавно, с точки зрения единства нравственной природы человека, невозможно было бы представить себе легализацию гомосексуальных браков. 15 лет тому назад невозможно. А сегодня не только возможно, но сегодня идет борьба на уровне законодательства, чтобы оградить народ от внедрения такой практики. Знаете, что нас ждет в самом ближайшем будущем? Запомните то, что я сейчас вам скажу. То, что я вам сейчас скажу, вас покоробит внутренне, потрясет. Но поверьте мне, так и будет. Следующим витком будет педофилия. Потому что оправданием гомосексуализма является ложно понимаемая, но получившая огромное распространение идея прав человека. Тогда возникает вопрос, а почему нельзя практиковать педофилию? Это же тоже ограничение прав. Нам сейчас кажется это ужасно. Но и там ужасным казалась тема гомосексуализма 15-20 лет тому назад, сегодня не ужасная. Если мы не поменяем критерии в оценке человеческой деятельности, если единственным критерием будут те критерии, которые нам предлагает либеральная философия, связанные с правами и свободами, у нас будет легализована педофилия. Совсем недавно я с удивлением и с некоторым удовлетворением, потому что это было косвенным доказательством моего тезиса, узнал, что в Голландии легализована политическая партия педофилов, которая требует легализации педофилии. Они достигнут своего. А дальше что? Этому процессу нет конца. Этому процессу конец в аде, в огне апокалипсиса. Потому что если в человеческом сознании сокращается расстояние между истиной и ложью, если, как это предлагает нам идея постмодерна, не существует истины и лжи, а существует плюрализм мнений, тогда происходит самое страшное. Стирается граница между добром и злом. Еще будучи мальчиком, я как-то спросил своего папу, прочитав «Апокалипсис», папа, так антихрист может прийти в мир. Как это так? Ведь антихрист это зло? Да, зло. Но ведь зло это что? Это убийство, это воровство, это насилие. Так как же такого лидера примет весь мир, если он будет проповедовать зло? Папа мне тогда ничего не ответил. А сегодня я могу сказать, как это произойдет. В условиях плюрализма мнений, допускающих рассмотрение истины и лжи на одном уровне, допускающим идею нравственного релятивизма, все возможно. Дальше вопрос политтехнологий, масс-медиа, создание стандартов посредством образовательного процесса. И если поставить задачу, можно воспитать человечество сегодня, исходя из этих априори ложных и опасных посылок, в любой системе ценностей. Вот я сам для себя ставлю вопрос. Какую Россию мы хотим видеть? Да, мы хотим видеть Россию с хорошими дорогами, хорошими самолетами, с хорошими машинами и так далее, и так далее. Но мы хотим видеть Россию, в которой сохраняется способность людей отличать добро от зла. Или мы хотим видеть Россию, в которой все будет возможно, и все будет допустимо. И любая доктрина может брать верх. И любая доктрина может навязывать саму себя обществу. И только остается как бы в законе сама идея свободного рынка. Свободный рынок, кому чай с сахаром, кому с лимоном, выбирают. Или должны быть некие нормы бытия.
Вот я думаю, что задача заключается в том, чтобы мы сохранили некие нормы нашего бытия, нашей жизни.